Итоги переговоров в Абу-Даби, новый обмен военнопленными и договоренность России и Штатов восстановить прямой диалог на высоком военном уровне. Из российского плена домой вернулся военный, которого считали мертвым и даже по ошибке похоронили. В Китае создали первое в мире микроволновое оружие, способное нарушить работу спутников на околоземной орбите, в том числе Starlink. Тем временем Маск самостоятельно отключает Starlink российским военным. Командование в панике. Украинские ракеты «Фламинго» ударили по полигону Капустин-Яр, тому самому, с которого запускают «Орешник». Иран угрожает с экранов телевизоров своей ядерной ракетой перед переговорами с Соединенными Штатами в Омане. И главный политический ньюсмейкер планеты подвесил интригу. Трамп поделился планами насчет третьего президентского срока. Поддержите это видео лайком, репостом и своим комментарием. Время начать. Переговоры Украины, Соединенных Штатов и России в Абу-Даби завершились. Из реальных результатов первая за 5 месяцев договоренность провести равнозначный обмен военнопленными. 157 человек от каждой из сторон. Относительно глобальных вопросов обсуждение продолжится, а новая встреча в том же формате не заставит себя ждать. Сегодня делегации Соединенных Штатов, Украины и России согласовали обмен 314 заключенными. Первый такой обмен за последние 5 месяцев. Этот результат был достигнут благодаря подробным и продуктивным мирным переговорам. Хотя предстоит еще значительная работа, такие шаги показывают, что последовательное дипломатическое взаимодействие приносит реальные результаты и продвигает усилия по завершению войны в Украине. Обсуждения будут продолжены, и в ближайшие недели ожидаются дополнительные достижения. Мы благодарим Объединенные Арабские Эмираты за проведение этих переговоров, а также президента Дональда Джей Трампа за его лидерство, которое сделало это соглашение возможным. Мы договорились, что следующая встреча состоится в ближайшее время. Что касается характера разговора и того, о чем говорили, обсуждали все. Они, переговорщики, считают информацию очень чувствительной и хотят приехать, чтобы подробно доложить мне. Важно, что процесс продолжается. Нам хотелось бы более быстрых результатов, но если следующая встреча запланирована, значит, есть шанс на продолжение диалога, который, безусловно, мы очень надеемся, приведет к окончанию войны. Сегодня проходит обмен пленными. Я поздравляю все семьи, которые в ближайшее время встретят своих родных дома. Это чрезвычайно важно. 157 украинских воинов вернулись домой. Одна из деталей. Представители российских медиа, якобы со ссылкой на источник, сообщили, что Москва требует в рамках мирного соглашения не просто только сдачи Донбасса, но и признания его российским всеми странами. Что понимается под «и всеми странами» не уточняется. То ли речь идет о странах, которые ведут переговоры сейчас Соединенные Штаты и Украина, то ли Российская Федерация требует признания на уровне ООН. Официальные российские лица этой информации не комментировали. Кирилл, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как проходит встреча в Абу-Даби? Ну, как вы знаете, совместно с администрацией президента Трампа идет активная работа по восстановлению отношений Россия-США по экономическому направлению, вот в том числе в рамках российско-американской группы по экономическому сотрудничеству. И мы в том числе встречались сегодня, и встречи идут позитивно. Кирилл Александрович, а есть ли прогресс по мирному соглашению? Вы знаете, здесь неким индикатором может быть то, что вот разжигатели войны из Европы, из Британии постоянно пытаются помешать этому процессу, постоянно пытаются в него влезть. И вот чем больше таких попыток происходит, тем больше мы видим, что, безусловно, прогресс есть и идет хорошее позитивное движение вперед. Но здесь в Абу-Даби помешать невозможно, я полагаю. Ну, им сложно, но они стараются. В своем вечернем обращении Зеленский сообщил, что следующие переговоры с Соединенными Штатами и Россией, скорее всего, состоятся в Америке. Состоялся обмен военнопленными 157 на 157. В Украину вернулись военнослужащие, в том числе солдаты, сержанты и офицеры, а также гражданские. Многие находились в российском плену с 2022 года. Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец отметил, что особенностью сегодняшнего обмена стало возвращение 18 военнослужащих, которых российская сторона приговорила к длительным срокам заключения. Среди освобожденных – воин, которому 4 февраля исполнилось 28 лет. По словам Лубинца, все возвращенные домой находятся в сложном психологическом состоянии. У некоторых критически малая масса тела. В ходе сегодняшнего обмена из российского плена вернули военного, который более 3 лет считался погибшим. Об истории Долецкого Назара из села Великий Дорошов Львовской области сообщает местная община. В мае 2023 года после анализа и совпадения ДНК его даже похоронили. А сегодня родные получили сообщение о его освобождении, а также увидели его на фото с обмена.
Еще одна конкретная договоренность из Абу-Даби. Россия и Соединенные Штаты договорились восстановить прямой диалог на высоком военном уровне. Соглашение было достигнуто после встреч командующего Европейским командованием Соединенных Штатов и Верховного главнокомандующего силами НАТО в Европе генерала Алексуса Гринкевича с высокопоставленными российскими и украинскими военными представителями. В заявлении отмечается, что новый канал связи должен обеспечить постоянный контакт между военными ведомствами сторон на фоне работы над достижением прочного и устойчивого мира. Этот канал связи был приостановлен перед началом конфликта. Глава МИД России Лавров дал понять, что на переговорах в Абу-Даби также обсуждались темы русского языка и церкви, и Москва продолжает на них настаивать. В Израиле не запрещен арабский, в Палестине, в арабских странах иврит не запрещен, нигде язык не запрещен. А вот на Украине, и не просто язык, а язык коренного народа этих земель, официальный язык он запрещен. И если они хотят гарантиями безопасности увековечить вот именно этот режим, неважно на какой территории, конечно, это неприемлемо. Соединенные Штаты и Россия обсуждали в Абу-Даби не только войну в Украине, но и продление договора о контроле над ядерными вооружениями, сообщает Axios со ссылкой на источники. Об этом Уитков и Кушнер вели переговоры с российскими официальными лицами. Последний действующий договор между Россией и Соединенными Штатами по контролю над стратегическими ядерными вооружениями, на русском он называется СНВ-3, на английском New Start, истек 5 февраля. Москва и Вашингтон впервые за более чем полвека остаются без ограничений на расширение ядерных арсеналов. Владимир Путин предлагал Трампу сохранить действующие лимиты еще на 1 год, но никакого официального ответа пока не последовало. Действие договора заканчивается. Мы оцениваем это негативно, выражаем сожаление в этой связи. Неотвеченным осталась также наша инициатива сохранить потолки и ограничения еще на год, даже после завершения срока действия этого документа. Вы знаете, что китайские друзья занимают позицию, в соответствии с которой их ядерный потенциал несопоставим с потенциалом Соединенных Штатов и России, и поэтому они не хотят участвовать в переговорах, считают это нецелесообразным. Мы с уважением относимся к такой позиции. Договор ограничивает число развернутых ядерных боеголовок до 1550 с каждой стороны. Приблизительно таким ядерным потенциалом и обладают Штаты и Россия. На эти две страны по-прежнему приходится почти 87% всех ядерных вооружений в мире. У Китая арсенал намного меньше, но по оценкам Пентагона к 2030 году Китай может располагать более чем 1000 боеголовок. Китай с сожалением воспринимает истечение срока действия договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, новый СНВ, между Соединенными Штатами и Россией. Этот договор имеет большое значение для поддержания глобальной стратегической стабильности. Международное сообщество широко обеспокоено тем, что его прекращение окажет негативное влияние на международную систему контроля над вооружениями и глобальный ядерный порядок. Ранее Россия предлагала, чтобы Россия и Соединенные Штаты продолжили соблюдать ключевые ограничения, предусмотренные договором. Китай призывает Соединенные Штаты отреагировать позитивно, ответственно подойти к последующим договоренностям и как можно скорее возобновить диалог с Россией по вопросам стратегической стабильности. Это также является общим ожиданием международного сообщества. Впервые за последнее время упомянул о договоре СНВ-3 президент Дональд Трамп. Он заявил, что остановил превращение войны в Украине в ядерную и предложил новый договор вместо закончившегося вчера. «Я остановил разрастание ядерных войн по всему миру между Пакистаном и Индией, Ираном и Израилем, а также Россией и Украиной. Вместо продления нового СНВ, плохо согласованного соглашения со стороны Соединенных Штатов, которое, помимо всего прочего, грубо нарушается, нам следует поручить нашим ядерным экспертам разработать новый, улучшенный и модернизированный договор, который сможет действовать еще долгие годы в будущем», подчеркнул президент Трамп. Соединенные Штаты проведут сегодня переговоры с Ираном. Изначально переговоры должны были пройти в Турции, но по итогу все же перенесли в Оман. Пресс-секретарь Белого дома Каролайн Левит заявила журналистам, что президент Дональд Трамп рассчитывает на американо-иранские переговоры, чтобы определить, можно ли заключить сделку с Ираном на фоне наращивания военной мощи Штатов в регионе. Пятничные переговоры с Ираном. Изначально они должны были состояться в Турции, теперь их перенесли в Оман. Можете ли вы объяснить причину этого?
Послушайте, для президента дипломатия всегда является первоочередным вариантом, когда речь идет о взаимодействии со странами по всему миру, будь то наши союзники или противники. Поэтому специальный посланник Стив Витков и Джаред Кушнер завтра отправятся в Оман для проведения этих переговоров. И мы посмотрим, чем они закончатся. Президент готов получить от них обновленную информацию. Иран разместил баллистическую ракету «Хоррамшахр-4» в одном из подземных ракетных комплексов корпуса стражей Исламской революции. Об этом сообщил государственный телеканал Пресс-ТВ, опубликовав фото и архивные кадры испытаний и презентации ракеты. По данным иранских СМИ, «Хоррамшахр-4» считается одной из самых современных ракет большой дальности в арсенале страны. Ее заявленная дальность полета составляет до 2000 километров, а масса боевой части – до 1,5 тонн. В Тегеране утверждают, что развертывание ракеты в так называемых ракетных городах совпало с изменением военной доктрины Ирана от оборонительной к наступательной. Этот шаг, по версии иранской стороны, должен стать сигналом как региональным, так и внешним противникам. Как на этот жест отреагируют Соединенные Штаты Америки, покажут сегодняшние переговоры между странами в Омане. Премьер-министр Польши Дональд Туск приехал в Киев и провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Главная тема встречи – новый 48-й пакет военной помощи для Украины. Его стоимость составит около $50 миллионов. Основной упор в пакете сделан на бронетехнику. Туск также высказался о возможной передаче Украине истребителей МиГ-29. По его словам, если Киеву понадобятся эти самолеты, Польша готова поставить их без промедления. Я знаю, что Украине нужны различные виды противовоздушной обороны, прежде всего определенные типы ракет. Мы не можем помочь во всем. Однако, если потребность в самолетах МиГ сохранится, Польша готова уже сейчас передать их. Что касается МиГов, они нужны нашей армии. Хочу еще раз подчеркнуть. Мы их хотим. Мы готовы к обмену. У нас есть список дронов, которые нужны польской стороне. Сегодня мы сказали, что готовы к такому обмену. SpaceX ограничила использование Starlink российскими военными. У противника на фронтах даже не проблема. У него катастрофа. Все управление войсками практически парализовано. На многих участках штурмовые действия приостановлены. Что касается наших войск, выяснилось, что проблемы были у тех подразделений, которые неоперативно подавали списки на частные Starlink. Процесс обработки данных продолжается. Минцифры Украины вводит белые списки для Starlink. Доступ будет ограничен, скорость терминалов снижена. Решение связано с тем, что российские войска использовали Starlink на дронах и шахедах для обхода ПВО. Вмешался в решение лично Илон Маск после контактов с министром обороны Украины Михаилом Федоровым, с которым он поддерживает связь с 2022 года. По данным Z-каналов, альтернативы Starlink в российской армии нет, и боевое управление было полностью завязано на спутниковой сети. В Китае создали первое в мире микроволновое оружие, способное нарушить работу спутников на низкой околоземной орбите, в том числе Starlink, сообщает South China Morning Post. Заявлено, что наземная компактная система способна генерировать импульсы мощностью 20 гигаватт в течение минуты. Ее можно устанавливать на грузовиках, военных кораблях, самолетах и спутниках. До сих пор аналогичные известные системы могли работать непрерывно не более 3 секунд и были гораздо более громоздкими. Генштаб ВСУ заявил о серии ударов по полигону Капустин-Яр в Астраханской области в январе. По данным Киева, поражен ангарный комплекс, где велась предстартовая подготовка баллистических ракет, включая «Орешник». Часть зданий повреждена, один ангар серьезно разрушен, персонал эвакуирован. Украинская сторона утверждает, что удары нанесли дроны ФП-5 «Фламинго» собственного производства. В службе безопасности Украины ранее заявляли, что именно с Капустина-Яра 9 января был произведен запуск «Орешника» по Львову. И в своем вечернем обращении Владимир Зеленский рассказал, что заслушал доклад руководителя службы безопасности Хмары, отметил хорошие результаты операций ведомства и согласовал, цитируем, «новую работу службы, новые боевые операции». Агентство Reuters накануне сообщило о визите в Москву дипломатического советника президента Франции Эммануэля Бонна. По данным источников, он провел переговоры с представителями Кремля, включая помощника президента России Юрия Ушакова, и обсуждал в том числе ситуацию вокруг Украины. В администрации Макрона эту информацию не подтвердили и не опровергли. А вот как отреагировали на эту новость в окружении Путина. Французские источники очень любят сливать какую-то информацию в СМИ. Мы давно это знаем. И неоднократно с этим сталкивались. Это первое. Мы также знаем, что Елисейский дворец не стал ни опровергать,
не подтверждать эту информацию. Это второе. Вот из чувства солидарности мы тоже не будем это ни подтверждать, ни опровергать. Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что Куба готова к диалогу с Соединенными Штатами, но подчеркнул, что любые дискуссии должны быть свободны от внешнего давления и уважать суверенитет страны. Президент Дональд Трамп назвал Кубу чрезвычайной угрозой национальной безопасности Соединенных Штатов и пригрозил ввести пошлины на экспорт в Штаты любой страны, которая поставляет нефть на этот коммунистический остров. Диас-Канель заявил, что Куба испытывает трудности не только с производством электроэнергии, но и с основными видами деятельности, и прежде всего с теми, которые непосредственно затрагивают население. Лидер объяснил нехватку топлива усилением санкций и тем, что он назвал энергетическим преследованием. Куба готова к диалогу с Соединенными Штатами. Диалогу по любому вопросу, требующему обсуждения или дебатов. На каких условиях? Без давления. Диалог невозможен под давлением. Условия всегда должны основываться на равенстве, на уважении нашего суверенитета, нашей независимости, нашего самоопределения, без обсуждения вопросов, за которые мы несем ответственность и которые мы можем расценивать как вмешательство в наши дела. Белый дом заявил, что Вашингтон уже ведет дипломатические переговоры с Кубой. Пресс-секретарь Кэролайн Ливит прокомментировала слова Гаваны о диалоге только на равных условиях и сказала, что кубинские власти на грани краха. По ее словам, Дональд Трамп всегда открыт к дипломатии, и именно это сейчас происходит в отношениях с Кубой. Лидер Кубы Мигель Диас-Канель сегодня заявил, что Куба готова к диалогу с Соединенными Штатами только без давления, без предварительных условий, на равных условиях и с уважением к суверенитету. Но его правительство отрицает слова президента Трампа о том, что переговоры уже ведутся. Как бы вы на это ответили? Я думаю, что, учитывая, что кубинское правительство находится на грани краха, им следует быть осмотрительнее в своих заявлениях в адрес президента Соединенных Штатов. Но, как я только что повторила, президент всегда готов к дипломатии. И я считаю, что в отношениях с кубинским правительством именно это и происходит. Трамп решил сохранить интригу в вопросе о своем третьем сроке. В интервью NBC News президент Дональд Трамп не дал прямого ответа на вопрос ведущего Тома Лемоса. Видит ли он сценарий, при котором он останется президентом 21 января 2029 года, на следующий день после инаугурации потенциального преемника? Трамп ответил: «Не знаю. Это было бы интересно, но разве не было бы ужасно, если бы я согласился с вами, если бы дал вам ответ, который вы ищете? Это сделало бы жизнь намного менее захватывающей. Я делаю это только по одной причине – сделать Америку снова великой, и именно этим мы и занимаемся», – заявил Трамп. Второй президентский срок Дональда Трампа закончится 20 января 2029 года. 22-я поправка к Конституции Америки предусматривает, что один и тот же человек не может быть президентом более 2 раз.